Всем привет! Сегодня мы распакуем вот такой парфюмчик небольшой. Это копия на Фрэнк Бакле «Кокаин». Сейчас я открою эту коробочку. Давайте посмотрим, что здесь указано. Ну, это такая коробочка, наверное, под цвет оригинала сделана. Здесь надпись «Фрэнк Бакле» 25 миллилитров. Здесь какой-то штрих-код тоже написано «Фрэнк Бакле Кокаин» 25 миллилитров. Здесь написано «Кокаин», экстракт де парфам. Я не знаю, есть такая концентрация. Made in Арабские Эмираты, в общем. И дальше я там уже не вижу. Что-то очень мелко написано. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, тут она обтянута таким, тут как-то так не очень красиво заклеено. Это слюда так называемая. Или целлофан. Здесь какой-то был ценник. В общем, из такой серии я еще ничего не пробовала. Именно из вот этих квадратных флакончиков. Сейчас покажу, какой флакончик. Из этой серии я видела как-то тоже. Нюхала какие-то ароматы на рынке. Но ничего еще не покупала из этой серии. А тут я зашла в магазинчик небольшой. Такой маленький магазинчик, там была куча всяких масел, вот этих вот шариковых, там Альрихаб, ну и в основном там были масла, которые подделки под какие-то известные ароматы, очень много там и мужских было, и женских, в общем, ну там ничего интересного как-то мне. Ой, ну это вообще смешно, конечно, duty free, тут какая-то даже это самое, видите, голограммка какая-то присутствует, ну прям все серьезно. Ой, господи, ну прям смешно на это все. Ну, коробочка такая, кстати, прикольная, ну такая аккуратненькая, все. Такой, конечно, недорогой картончик тут. Ну, супер. Ну, аккуратненько, но недорого. Значит, тут такая прям красная жидкость. Ой, ну это прям что-то с чем-то, прям что-то страшное. Ага, тут кривенько наклеена наклеечка, по-моему, или нет? Ну, не особо. Нет, вроде как и ровненько. Вроде бы ровненько наклеена. Так, вот так, значит, выглядит этот флакончик, крышечка. Вот в этой серии есть очень много там тоже ароматов. Еще там был Манго Скин, я понюхала, кстати. Расскажу. Манго Скин такой фруктовый, приятный ароматец, такой женственный. Ну, такой, как бы, скажем, для меня он обычный какой-то. Вот мне кажется, он какой-то обычный. Тут у нас написано Фрэнк Бакле Кокаин, экстракт де парфам. Это, наверное, какая-то уже версия, да, была экстракт де парфам. Я вот этой темой как-то я не интересовалась. Вот такой вот пульвик. Такой вот, ну, как-то с крышки не очень приятно. И крышка, кстати, в крышке какая-то дырка. В общем, что-то как-то это все не очень выглядит пока что. Ну, с крышки запах что-то тоже не сильно это приятно. Не знаю, вот этих там у нее был открытый флакончик. Ну, вот так, чтобы понюхать, да, и был даже еще вот этот запечатанный. В общем, как-то он не пользуется у них спросом, я смотрю. Она говорит, там сразу какие-то килианы разобрали, в общем. Ну, а вот этот Манго Скин остался такой достаточно приятный. Вот можно было, конечно, ну, я ж люблю всякую жесть, я люблю всякое непонятное, неудобоваримое, поэтому я, конечно, не взяла Манго Скин. Я взяла вот это, потому что это какая-то была для меня такая непонятная штука. Вы знаете, такой вроде как и отталкивающий, и в то же время притягательный. Не знаю, в чем прикол. Ну, по идее, да, по-моему, это такой аромат достаточно неоднозначный по всем обзорам и мнениям. Даже вот в оригинале, насколько я понимаю, он неоднозначный. Я сейчас брызну себе на руку и протестирую. Так. Ага, есть. Брызнула. Жидкость какая-то, вы знаете, она прям красная даже на руке. Сейчас, если будет видно, боже, она прям как кровь какая-то разбавленная. Не, ну вот это мне как-то уже не очень это мне нравится, такое дело. Зачем же мне, а как же я его там на одежду где-то захочу? Вдруг попадет на одежду, то что не только на кожу его можно. Ну, если, конечно, стойкость будет на коже нормальная, то можно и на коже носить.
в основном. Но если будет стойкость не очень, то на кожу как-то, ну, не знаю, такой аромат, даже не знаю, что про него сказать. Вот мне трудно даже его сейчас описывать. Вроде как и мужской. Вроде бы чем-то таким сигаретным пахнет. В смеси с какой-то сладостью. Мне кажется, он как-то должен, что ли, отдохнуть, потому что вот даже там в магазине уже открытый флакон. Как-то пахнет немного по-другому. Ну, как-то пока пахнет, не знаю, как какой-то промзоной, мне кажется. Мне кажется, чем-то таким. Мне кажется, он как-то то ли в пульвике как-то застоялся, фиг его знает. Ой, в общем, буду тестировать. Интересная штука. Интересно, какое будет дальше у меня о нем мнение. Пока не скажу, что я в восторге. Да, какая-то такая вот то ли кожаная нота, то ли какого-то машинного масла. Ну, немножко какой-то сладости. Ну, видимо, надо пробрызгать этот пульвик, возможно, и отстояться этому аромату в открытом виде, отдохнуть. Тогда, может быть, можно будет делать какие-то выводы. Пока что неоднозначный аромат. Возможно, ну, муж мой, конечно, таким пользоваться точно не будет. Для него всякие вот эти вот жескачи, это вообще не его тема. Он вообще не интересуется парфюмерией, и ему нужно просто такое что-то вот классическое, свеженькое. Ну, максимум там немного пряный аромат со свежестью. Ну, в общем, это точно не его будет тема. Ну, сейчас я посижу немного с ним. Может быть, он как-то чуть-чуть раскроется. Посмотрю пирамиду, кстати, только сейчас, что там. Так, ну вот сейчас он немножко разошелся. Стал пахнуть больше попкорном. Ну, это такой попкорн с туберозой. И вот эти белые цветы тубероза дают такую некоторую индольность, которая ну, со стороны может давать какие-то неприятные такие моменты, да. И не всем он, конечно, понравится. Вот я не знаю, как еще будет на прохладном воздухе, как на улице. Еще потестирую его еще на улице, как он будет звучать. Как бы пока я ощущаю вот эту индольность, конечно, достаточно яркую. И это не очень приятно, но поступает уже какая-то и сладость. Я сейчас нанесла еще на шею его, еще похожу вот похожу с ним как-то вот в движении. Ну вот как-то надо, знаете, как-то протестировать его, наверное, в разных условиях, прежде чем делать выводы. Но да, я посмотрела на него сейчас некоторые отзывы. Конечно, да, все говорят про эту индольность, про какую-то вот эту неприятную ноту. Ну, действительно, если у меня он вначале вообще раскрылся каким-то таким вот механическим цехом, каким-то, с какими-то вот этими машинными маслами, станками, вот чем-то даже таким вот техническим. Чем-то техническим он в первых нотах пах. Ну, то сейчас, да, сейчас немножко больше сладости появилось. И вот за счет этого я надеюсь, что он все-таки будет как-то нормально звучать и будет носибельным хотя бы в холодную погоду. Вот основные его ноты, да, можно так выразить: тубероза, индольность и попкорн, вот такие сахарные нюансы. Ну, этот аромат на самом деле очень популярный, но в то же время и неоднозначный. Кто-то его ненавидит, кто-то его любит, кто-то не ощущает этой индольности настолько ярко. Ну, поэтому мне хотелось, конечно, с ним ознакомиться, но хотя бы вот в виде копии, потому что оригинал, конечно, мне и не нужен, и ну, от Ливан сейчас не достать в моем городе, поэтому я решила взять эту копию, ознакомиться, благо она недорого стоит, и буду тогда пробовать. Еще как вот заявляют, что там есть еще нота тиары или вот какого-то такого цветка, который имеет запах крема для загара.
Или вот Загара. Да, здесь такое присутствует оттенок вот этой кожи, на которую нанесен крем для загара. Это здесь тоже я ощущаю. Есть такой момент, поэтому ну, буду, в общем, пробовать еще на улице, как он будет раскрываться в прохладную погоду. Вот мне очень нравится цвет жидкости, то, что она реально вот как-то окрашена. Я, конечно, видела, что она такая, но думала, что на коже, ну, хотя вот когда он подсыхает, то уже этого цвета нет. Видите, вот он подсох и уже чистая рука. А вот сразу, когда я наношу, прямо у него есть такой действительно цвет. Вот какая-то в нем немного как и ореховость какая-то ощущается. Какие-то оттенки аромата органза от Живанши, вот какие-то такие есть. Вот в органзе тоже такой есть вот оттеночек, который, ну, я называю ореховостью, я не знаю, как другие люди это назовут, но вот что-то есть от органзы вот для меня. Ну, какие еще ароматы тут можно приплести, скажем так, к слову. Ну, желе сахар это больше всего у нас, что это Paco Rabanne Olympia. Ну, вообще, как бы из флакона он такой вишневой косточкой больше пахнет, знаете, такими нюансами, какими-то цианидными нюансами. Вот чем, говорят, пахнет цианид? Миндалем? Или чем он пахнет? Подскажите. Вот здесь такое присутствует. И еще мне продавец сказала, что для нее он пахнет вот этим ликером. Какой был ликер в 90-е годы популярный? Амаретто или что-то такое. Вот, типа ликер Амаретто. Вот она говорит, что вот такая вишневость какая-то. Вишневая косточка. Ну да, из флакона действительно больше вишневой косточки. А вот на коже как-то вот, знаете, на коже вот индольности как-то многовато. С колпачка из флакона как-то он поприятнее пахнет. Поэтому его нужно тестировать, конечно, на коже, ну, желательно, ну, не знаю, я как бы не рекомендую, конечно, его покупать без теста, ну, поэтому вот такие тестеры, вот такие вот подделки я бы не советовала брать. Лучше закажите какой-то миллилитр оригинала, да, на пробу. Если вам понравится, тогда уже там какой-то объем, ну, конечно, оригинал. Ну, а так как эти тестеры особо на коже не протестируешь, вы не сможете, наверное, понять, как они именно на вашей коже будут пахнуть. Поэтому без теста, конечно, не рекомендуется. Ну, я так ради эксперимента купила, буду пробовать, в общем, на морозе, на холоде. В общем, такой небольшой обзорчик. Ну, может, разношу, тогда скажу где-то в каком-то видео свое окончательное мнение. Пока вот так. Всем удачи, хорошего дня, пока-пока.